Приступим. Прежде чем я начну рисовать, скажу, что это будет разговорное видео в реальном времени. То есть я рисую и разговариваю. На монтаже я потом вырежу все паузы и отрывки, где я туплю, не знаю, о чем сказать, или просто ищу нужный слой. На самом деле я даже не знаю, о чем говорить. Просто хочу себя немного растормошить. Просто то, что происходило у меня последние полгода, да, хотя, кажется, из новостей вы и так знаете, что происходило последние полгода. Но я просто никогда не афишировала, где я живу и что у меня в жизни происходит. Был, конечно, когда-то ролик на канале о том, как я ездила в Киев, но я его скрыла, решив, что он все-таки лишний среди спидпейнтов. Я не буду жаловаться и не буду рассказывать, какой политической стороны я придерживаюсь. Пусть это останется между мной, еще некоторыми людьми моего окружения. Все-таки от общества нужно подальше держать темы, такие как религия, политика, и еще парочку. Потому что я не хочу получить по голове кирпичом от идиота, которому что-то показалось. А таких полно. И потом эти люди начинают тебя травить в интернете, преследовать. При этом до него даже немного не может дойти, что у другого человека есть другая точка зрения. Как один из примеров, меня недавно один чувак спросил, люблю ли я спорить, участвовать в споре. Я сказала, что да, и тогда он просто завалил меня своими гомофобными, в кавычках, аргументами о том, что вот, все ЛГБТ это плохо, геноцид и вымирание нации. Какой именно нации не уточнил, но мне кажется, в тот момент Гитлер тихонько чиркнул зажигалкой и нервно закурил со словами: «Пацаны, кажись, мы где-то кто-то нас превзошел. Вот тот вот чувак, который сейчас спорит. Надо у него поучиться. Там про вымирание наций что-то говорил». При этом человек называл себя красивым словом «консервативный», а я сказала, что он просто латентный гей. Думаю, теперь, прежде чем соглашаться с тем, что я люблю спорить, мне стоило уточнить, что я люблю спорить с умными людьми. Для меня спор – это не выяснение отношений. Спор для меня – это в первую очередь дискуссия. Приведение или оспаривание доводов и аргументов соперника. Во время спора вы узнаете что-то новое, а не кидаете говном другого человека, потому что вот я так решил. Или как тот чувак оправдываться тем, что он консервативен. Законсервированный он, короче. После таких людей ты не чувствуешь какого-то подъема или желания улучшить свои знания в чем-то. Ты чувствуешь желание послать на этого человека и сказать, что он потому что он пришел в комнату, испортил воздух, едва только открыв рот, рассказывая свое неважное мнение, думая, что он самый умный, всех научил и переучил и переделал, а люди, оставшиеся в комнате, просто откроют окно и закроют двери, чтобы этот человек больше не пришел. Вот и все.
Надеюсь, доходчиво объяснила. Ну и, собственно, о чем я? Да, арт. Я устала. Я выгорела. Со мной это выгорание уже больше года, но вот последние полгода оно только усилилось. Я сменила кучу стилей, но ничего не помогло. Как бы объяснить? Я практически всю жизнь рисовала драконов. Но вот меня всегда учили, что чем больше ты умеешь всего делать, тем лучше. Всегда говорили, что тебе надо придумать что-то новое, или ты должна придумать что-то новое, или ну вот придумай что-то. На вопрос, что придумать, следовал ответ, ну вот не знаю, ну вот что-то придумай. Одними драконами ты не заработаешь. Ну вот я и попробовала придумать что-то новое. Придумывала, но получалось как меню ресторана с хуёвым менеджером. Куча блюд, но повар не успевает все готовить. Поэтому половина блюд изначально заморожена, куча полуфабрикатов и т.д. Вот и я также. Я отучилась на декоратора, дизайнера, флориста, мастера маникюра, анимацию, потом рисовала и постоянно старалась придумать что-то новое. Брала все подряд, чтобы попробовать что-то новое. Никому не отказывала, чтобы там заказчик не попросил, ведь я должна попробовать что-то новое. И вот мне уже 26 лет, все умею, все знаю, но вот сил на то, чтобы что-то сделать, уже нет. Сейчас мне ничего не нужно, ничего не хочется, ни к чему не стремлюсь. Все чаще задумываюсь о том, что сгнию где-то в канаве, и никто обо мне не вспомнит. Можно сказать, эта мысль даже греет меня. К сожалению, я слишком поздно поняла, что для художника важна стабильность. Придумывать новое – это хорошо или плохо, и я уже не могу ответить на этот вопрос. Просто не знаю ответа. Я тут пересматривала свои старые арты. Там все было одинаково, стабильно. Мне вроде это нравилось или не нравилось, не знаю. Но у меня были заказы постоянно. Постоянно приходили люди. А вот когда я начала придумывать что-то новое, все исчезли. У меня был период, когда арты заказывали один раз в полгода. Не густо, да? Один арт раз в полгода. Зато я придумывала что-то новое. Мной гордились, наверное. Хотя, учитывая, что я до сих пор эту фразу слышу, то нет. Так что теперь остается только двигаться плюс-минус в одном направлении и стараться не сворачивать. Здесь должна быть мотивирующая речь, но ее не будет. Я устала от них. Мотивационная речь – это как тренинг. Ты чувствуешь подъем, когда какой-то мужик рассказывает тебе, что тебе нужно быть увереннее в себе, а потом выходишь из зала и по приближению к дому все тускнеешь и тускнеешь. И вот ты приходишь домой, достаешь сковородку, жаришь единственные 2 яйца, оставшиеся в холодильнике,
И от былой мотивационной речи, которую тебе рассказывали полчаса назад, не осталось ни следа. Хотя в мою голову вбито, что нужно радоваться тому, что есть. В Африке вон дети голодают, а ты чем-то недовольна. Или у некоторых вон даже этого нет, что есть у тебя. У некоторых вон даже обуви нет, которая есть у тебя. Нет, я не зажираюсь и не покупаю себе 15 пар туфель. Я одни кроссовки круглый год ношу. Ну, за исключением холодных зим. Но это вбито мне в голову так глубоко, что позволить себе какую-то вещь лучше или красивее я не могу. Я никогда сама не куплю себе что-то. Обычно кто-то другой покупает это мне, даже если это что-то из одежды. Обычно на рынок тянут именно меня, говоря при этом, что мне нужно купить то-то и то-то. Хотя по факту мне оно и не нужно. Обычно, прежде чем принять какое-то решение, я спрашиваю о том, нужно ли мне это. То есть, нужна ли мне та или иная вещь, или, допустим, нужно ли мне делать какое-то действие, даже если это просто какая-то мелочь. Так как если я что-то сделаю или куплю без разрешения, то чувствую потребность отчитаться об этом, что бы это ни было. Но об этом должны знать только близкие. За пределами семьи об этом никто не должен знать, так как еще в мою голову вбито и то, что никому не интересны мои проблемы, и никто не будет с ними помогать. Поэтому окружению я никогда ни о чем не рассказываю. Даже буллинг в школе. Я никому не рассказывала, что там на самом деле происходило, потому что считала, что никому не интересны мои проблемы. И я просто держала все в себе, и со временем меня перестало это задевать. Я просто ничего не чувствовала. Например, даже когда одноклассники очередной раз окружали меня и хихикали, спрашивая: «Эй, тебе 12 лет, а ты до сих пор девственница. Ты что, не могла попросить батю, чтобы он тебя трахал?» И потом смеялись. Ну, это просто как пример, чтобы вы не думали, что они там, не знаю, у меня просто ручки забирали или тетрадки. То есть у меня по-жесткому было. Но у меня на это не было ни мыслей, ни чувств. Даже когда мне рассказывали что-то грустное, я притворялась, что мне грустно, потому что они странно на меня смотрели, когда они говорили, что у них, допустим, дедушка умер, а я стояла с покерфейсом и так: окей. Мне было как-то все равно. Даже когда мой питомец умер, я ничего не почувствовала, совсем ничего. У меня не было ни грусти, ни тоски. Я просто приняла это как окей, выкинула его и пошла заниматься делами. Как будто ничего и не произошло. Потому что для меня ничего и не произошло. Позже я попробовала написать об этом в чате группы, и люди соболезновали мне, но у меня так ничего и не поменялось. Я по-прежнему ничего не чувствовала. Не знаю, от чего это пошло. От того, что я в детстве свалилась с лестницы со 2-го на 1-й этаж. От того, что меня ударили кирпичом по голове. От того, что не воспринимали всерьез. Или от того, что высмеивали всегда, что бы я ни делала. От буллинга в школе.
от трупа в подъезде, через который мне приходилось неделю ходить, потому что всем было пофиг, и его никто не убирал. От педофила, от продолжавшегося буллинга, но уже в колледже, от осознания своей ориентации и от еще большего буллинга и травли, от кричащей женщины, которая живьем горела в машине, от абьюзивных отношений, от автоматных очередей, от психушки, а может быть, от всего вместе. Это, наверное, впервые, когда я так рассказала практически все кому-то. Не очень подходит под сегодняшний арт, но это что-то вроде крика души. Мне, конечно, предлагали сходить к психологу, но вы видели цены. Да и что я ему буду говорить? Все, что я перечислила, это все, что я помню. Я не помню ничего хорошего. Я даже не помню, происходило ли со мной что-то хорошее. Возможно, психолог, как и другие, скажет, что со всеми происходит что-то хорошее, так что не выдумывай, что с тобой этого не было, а в своих проблемах виновата ты сама. Так что не вижу смысла не то, что идти, даже искать его. Хотя в ТикТоке сейчас популярны видео о том, как люди сходили к психологу, и он решил их проблемы. Мне скорее интересно, как он их решил. Сказал вдохновляющую речь. Я боюсь к нему идти. Мысль о том, чтобы сгнить где-то в канаве, для меня звучит как-то более утешающе. Я не знаю, куда мне двигаться дальше, не знаю, что делать, не знаю, куда идти. Я просто сижу и до сих пор пытаюсь придумать что-то новое. Ну как новое? Вот вспомнила игру, в которую играла еще в 2017 году. Зашла снова, и там даже квесты новые появились. Хотя их не густо. Баг у меня тут произошел. Я купила малышей ночных сияний, но после квеста мне предложили выбрать одного из них, и теперь у меня 2 одинаковых дракона. Ну как 2? Вот один светлее, второй темнее. Не знаю, почему так. Но они абсолютно разные. Их прокачивать можно независимо друг от друга. Так о чем я? Там есть дракон, похожий на геккона. И в чат нашей группы человек кидал фото со своим гекконом. Он там милашный. Мне нравятся их такие улыбки. Вот чего-то решила нарисовать. Вспомнить прошлое. Делать буду без фона, без каких-либо деталей. Просто дракон на чистом фоне. Вдохновилась я работами другого художника. Я не знаю его, не знаю, кто он и как его зовут. Но на ютубе я недавно наткнулась на видео, где человек просто обозревал его работы. Художник рисовал покемонов в реализме. Они реально получались классно, и я просто в тот момент кое-что вспомнила. Вспомнила, почему, собственно, я и начала рисовать в реализме. Мне хотелось, чтобы люди увидели своего нарисованного персонажа таким, каким он мог бы быть в реальности. Вот, собственно, решила нарисовать этого дракона в реальности. Точнее, то, как он мог бы выглядеть в реальности. По нему я не нашла артов.
от слова совсем. Только пару скриншотов из игры и все. Так что я вошла в игру и наделала скринов с ним. Параллельно я ориентировалась на оригинал, то есть на Геккона. Я пересмотрела много фото с ними, рассматривала узоры и пятнышки. На их теле такие, как бы россыпь маленьких пятнышек. Полагаю, это чешуя, но другая, мягкая, наверное. Я никогда не держала Геккона в руках. Единственные мои питомцы сейчас – это улитки-ахатины. Может быть, стоило их нарисовать. Когда-то в детстве еще была кошка, но о ней в другой раз. Надеюсь, что это не последнее видео, и я, возможно, расскажу еще пару историй. Знаю, все сейчас звучит скомканно, но в голове на протяжении всех этих лет копилось очень много мыслей, и сейчас мне просто хочется выговориться. Я скорее даже не хочется, а нужно. У меня давно вообще эта мысль такое видео записать, но заставить себя это сделать трудно. Рассказать кому-то, учитывая то, что в голове крутится, никому не нужны твои проблемы, тяжело так, как саму себя перебороть. Не знаю, дослушали вы до сюда или просто выключили. Мне это сейчас кажется неважным. Хочется просто выговориться. Возможно, это видео я когда-то удалю, а может и оставлю. Возможно, кто-то с такой же проблемой, как у меня, и он тоже хочет высказаться. Пишите в комментариях, я почитаю. Я все комментарии читаю. Не обещаю, что отвечу на них, потому что, я сейчас делюсь с вами своей историей, и я не думаю, что вы меня поддержите. Не потому, что вы какие-то плохие, а потому что... А как меня можно поддержать? Я не знаю, как это делать, потому что с моей историей все, что приходит на ум, это написать под моим видео «сама виновата» или «так тебе и надо» или «старайся лучше». Ну и мат какой-нибудь. Как вообще поддерживать? Точнее, как показать, что ты поддерживаешь человека? Ты должен, как в фильмах, положить ему руку на плечо и сказать «я с тобой, мы справимся». И что я должна почувствовать в этот момент? Я могу ощутить что-то материальное. Мяч, кровать, игрушку. Я могу их пощупать, почувствовать запах, вкус. А как я должна воспринять слова поддержки? Обычно я пишу таким людям «спасибо большое», но при этом не знаю, что должна ощутить. Мне всегда говорили «подрастешь, поймешь» или «ты уже взрослая, ты что, не можешь понять?» Да в том-то и дело, что я выросла, но и нихуя, сука, не поняла. Дайте хоть намек. Google не помогает. Я часто слышала фразу «когда ты расскажешь, тебе станет легче». Я рассказала, но легче как-то не стало. Я даже не знаю, на что рассчитывала, когда начинала все это. Наверное, верила, что будет легче. Я скажу, что стало легче, чтобы вас не расстраивать. На самом деле я по-прежнему ничего не чувствую. Может быть, со временем должно стать легче. Или к следующему вторнику. Или нужно еще что-то сделать. В общем, да.
собиралась рассказать про геккона, а получилась солянка из не пойми чего. Я не знаю, что еще добавить. Не знаю, как вы отреагируете. Возможно, я немного поломала ваши иллюзии по поводу того, что я такая вся из себя успешная, а оказалось не так. Я так говорю, потому что часто сталкиваюсь с завистью в свою сторону. И вместо того, чтобы превзойти меня в чем-то, люди меня оскорбляют, сплетничают и травят. Ну вот вы прослушали мою историю. Вот скажите, есть чему завидовать? Я даже не знаю. Я даже не знаю, как закончить видео. Сейчас столько всего в голове. Я тут собиралась сделать еще анимацию этого геккона. Так что думаю, закончить видео на ней. Не знаю, что будет дальше. Как вообще себя должен чувствовать человек, который вот так вывалил поток всего и... В общем, да. Не знаю, выйдет это видео, нет. Но все равно скажу спасибо, что выслушали. Думаю, для меня это важно.